Когда казалось бы, что начало недели не предвещает ничего интересного, Konami врываются на сцену и якобы случайно выкатывают обновление до версии 5.4.0. Правда, не для всех и не официально, а случайно в кавычках и только для Xbox. Если честно, в подобную случайность я не верю, учитывая, что за все эти года Konami ничего подобного не допускали, и скорее это походит на прогрев перед обновлением. Ведь, несмотря на то, что обновление, казалось бы, слили, ничего толкового мы особо-то и не получили, ибо немалая доля контента приходит в том числе и с оперативными обновлениями. Но все же кое-что интересное есть, и это Мастер-лига. И поверьте, там есть о чем поговорить, поэтому не забывайте про привычную активность под этим роликом и устраивайтесь поудобнее, ведь нас ожидают интересные подробности. Глобальное апрельское обновление уже близко, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. По самому обновлению, в отрыве от онлайн-контента, кампании, в принципе, все стандартно. Про игровой процесс ничего не известно, то есть прям каких-то изменений там пока что не описывают. Обновили фейсы для игроков. Полный список вряд ли появится до четверга, но некоторые счастливчики нам известны и без того. Также в игре появилась новая лига, которую мы ни разу не наблюдали в игре. И это не АПЛ, не Бундеслига, и... в общем, интригу таить не получится, это малазийский чемпионат. С полной лицензией, реальными командами, лицами, формами, логотипами и всем таким прочим. Ура? Наверное, я не знаю. Но самое интересное ожидает нас в строчках кода, ведь с обновлением до версии 5.4.0 появилась полная информация об обновленной Мастер-лиге, той самой, которую Konami анонсировали еще в феврале. Как и было заявлено разработчиками ранее, это временный ивент, а не полноценный режим, как это было в серии PES. Без подключения к серверам игры вы сыграть не сможете, что на самом деле один большой минус. Что неожиданно, ивент получает новую приписку, а именно приписку Sprint Мастер-лига. В рамках данного ивента нам будет доступно два варианта матчей. Ручной, когда мы играем самостоятельно, и за это увеличиваем фан-базу нашей команды, то есть в игре появляется значение как болельщики. В 20 и в 21 частях PES было нечто похожее, только там это были подписчики. Либо матч под управлением искусственного интеллекта. Данный тип матчей, к слову, называется матч синергии. Вообще, слово синергия очень часто встречается в коде, и это своего рода мини-механика. Синергия сама по себе — это объединение вещей, которые вместе дают усиленный результат, тогда как по отдельности эти вещи дали бы результат поскромнее. В игре же синергия представляет совокупную силу вашей команды, и по сути это та же самая совокупность из вещей, таких как физическая форма, выносливость, вспоминаем возможное переутомление игроков, и отдельно взятые бонусы у футболистов. И в этих матчах синергии задействуется, как нетрудно догадаться, эта самая синергия. Уж больно часто я повторяю это слово, но оно фигурирует, что поделать. Самое интересное начинается дальше, ведь, как сообщает датамайнер Durandil PES, все созданные в период с 22 по 24 год кат-сцены, которые предназначались для Мастер-лиги, в этом коде отсутствуют, они отсутствуют в самом режиме, то есть мы, судя по всему, остаемся вообще без кат-сцен, только те самые всплывающие окна со скриншотами, как нам показывали Konami. Следующее, даже в такой урезанный режим Konami, судя по всему, придумали, как можно внедрить микротранзакции, ведь для того, чтобы сыграть матч, нам понадобится жизнь. Она так и называется.
у нас будет ограниченное количество жизни, которые восстанавливаются со временем, либо за монеты. В общем, да. Еще из интересного. Возвращаясь к синергии, она важна, когда речь заходит о совокупной силе команды, ибо игроки с плохой физформой, выносливостью, травмами, очевидно, будут ее снижать. Чем больше синергия, тем больше шансов, что ваша команда сможет выиграть, если вы решите пропустить матч, а не играть самостоятельно. Перед некоторыми матчами может произойти один из эпизодов. Отдых, травма, дерби – все это также влияет на синергию. По мелочи также упоминаются трансферные окна, без которых в данном режиме по сути никуда, что означает, что мы также сможем менять состав нашей команды. Еще немного про болельщиков. Играя матчи самостоятельно, не прибегая к матчам синергии, мы, естественно, увеличиваем нашу фан-базу. Чем выше фан-база, чем больше у вашей команды болельщиков, тем выше она будет подниматься в каком-то рейтинге, и, соответственно, тем больше шансов, что у вас будут внеплановые доходы от продажи клубной атрибутики. Судя по всему, это все также связано с потенциальными трансферами, так сказать, увеличение нашего трансферного бюджета, но подробности остаются неизвестны, только вот данные строчки кода. Поэтому получается такая ситуация, и в принципе она была достаточно очевидна, но все же, для новичков серии и пользователей мобильной версии игры подобный режим, точнее даже ивент, возможно даже придется по вкусу. Чего не скажешь про фанатов серии PES, которые застали, самые лучшие времена этого режима, в 13 части, в 20 части и так далее. Вот им, возможно, данный ивент не зайдет, потому что он представляет из себя какую-то крайне странную солянку, так еще и с мобильными микротранзакциями, когда за действие мы должны расплачиваться так называемыми жизнями, которые можно либо подождать, и они поднакопятся, либо заплатив за них монеты из своего кармана. Вся же эта тема со сливом обновления 5.4.0, как я и говорил в самом начале этого ролика, мне кажется не более чем прогревом, который еще не подтверждают, что обновление будет именно в четверг, ибо все это делается намного и намного заранее, и по сути разработчики могут переносить срок сколько захотят, несмотря на все эти сливы. Но в то же время я не верю в случайность всего происходящего, и мне опять же кажется, что Konami могут прогревать и уже не сегодня-завтра это официально анонсировать. Поэтому продолжаем держать руку на пульсе новостей.